Всем привет, друзья, меня зовут Саня, и я простой парень, который пытается на зарплату таксиста построить свой загородный двухэтажный дом. В 2020 году, предварительно подкопив деньжат, мы смогли за $5000 весной приобрести участок в 20 километрах от Одессы, площадью в 5,5 соток. Первым делом я провел свет на участок, на котором еще даже забора не было. И осенью этого же года, изрядно потрудившись по летним одесским пробкам в режиме такси, я смог заработать сумму в $1500, чего хватило на возведение забора длиной более 70 метров погонных. Успели закупить металлопрофиль и профнастил буквально за месяц до его подорожания в 2 раза. Графитовый матовый профнастил я покупал по 117 гривен за кубический метр. Через месяц он стоил уже 250. Остальной материал поднялся также, как минимум в 2 раза. Видео, как я своими силами провел электричество, а также как строил свой забор, можете найти по ссылке в описании. Осенью 2021 года я в 4 руки вместе с тестем залили ленточный фундамент под двухэтажный дом и одноэтажную пристройку, в которой у меня планируется мастерская. Как, наверное, подавляющее большинство самостройщиков, я хотел делать стены своего дома из газобетона. Это сейчас самый популярный материал для возведения стен. Я даже ширину фундамента делал исключительно под толщину блока газобетона. То есть я хотел делать стены в 30 сантиметров из газобетонного блока, утеплять их пенопластом. Но, скажем так, аппетиты производителей газобетона внесли небольшие коррективы в мои планы. Когда я начинал строить забор, я покупал газобетон для колонн своего забора по 55 гривен за штуку, 60 на 30 на 20 сантиметров. Когда я заканчивал строить забор, он уже стоил 70 гривен. В начале 2021 года газоблок стоил уже 80 гривен. В ноябре 2021 года уже по 103 гривны. Ну а на сегодняшний день он стоит еще дороже. То есть мне на мой дом вместе с мастерской нужно примерно около 1500 блоков газобетона шириной 60 на 30 на 20, что без клея, без армирования, без доставки на сегодняшний день по ценам выходит в огромную для меня сумму больше 150 тысяч гривен. Подорожал газобетон не больше, не меньше, ровно в 2 раза по сравнению с позапрошлым и даже с прошлым годом. После этого я начал активно искать более приемлемый строительный материал по цене, но без потери качества, скажем так, дома, без потери его несущей способности. В общем, друзья, если сказать коротко, то стены своего дома я планирую собирать не из газобетона, не из пенобетона, не из кирпича, ракушняка, арболита, что там еще, керамоблока. В общем, все, что вам в голову пришло, нет, не из этого. Буду, друзья, на своем канале возрождать одну малоизвестную, но очень перспективную, теплую, крепкую и недорогую технологию строительства, очень малоизвестную в нашей стране. Рядышком в России, в Беларуси, в Казахстане очень много строят дома по такой технологии, и уже по 5-7 лет эти дома стоят и радуют своих хозяев. Главное преимущество — это то, что по этой технологии, если возводить стены, то на сегодняшний день по компонентам, которые ее составляют, она выходит примерно в 2 раза дешевле, чем стены из газобетона. В 2 раза. В общем, не буду томить. Стены у меня будут из барабанная дробь, из полистирол-бетона. Если вы не знакомы с этим материалом, обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что уже в ближайшее время я начну тестировать этот материал, потому что я планирую возводить стены своего дома из него, то есть я не знаком с ним, я буду с ним сам знакомиться и вас заодно буду знакомить. Вот прямо сейчас у меня вот в машине тарабанит это прицепчик, я еду с прицепом за покупкой пенопласта для этой технологии. Технология очень простая и очень такая интересная. Стены получаются не из блоков, стены получаются заливные. То есть готовится полистирол-бетонная масса, выставляется опалубка прям по фундаменту, ну или шире, уже, как вам там надо. И в эту опалубку заливается полистирол-бетонная смесь, которая, застывая, образует монолитные, крепкие, теплые за счет пенопласта и надежные за счет цемента стены. Вот так вот я затарился для тестов. Взял 1, 2, 3, 5 мешков по 0,2 шариков пенопластовых и 0,8 куба дробленки. Дробленка, кстати, очень хорошая. Смотрите, тут нету трухи. Тут именно
те же самые шарики, только не круглой формы. Поэтому буду смотреть, что будет получаться по раствору. Дробленка, конечно, намного дешевле, чем шарики. Вот. Дробленочка получается 0,8 куба. Я отдал 380 гривен. То есть по 380 гривен куб, а я отдал 304, получается. И 5 мешков по 0,2 куба, именно шариков, получилось на 760 гривен. Все вместе 1000 гривен. Поэтому получается, что дробленка в два раза дешевле, чем именно гранулы, шарики. Поэтому буду смотреть уже по составу, что будет получаться из дробленки, что будет получаться из шариков. Так, главное, чтобы это все не улетело. Уже порвало вот тут мешок. Мешки очень слабенькие. Вон чуть насыпалось. Ну, ничего страшного. Заклеил. Главное, чтобы доехало с этим всем. Парусность большая получается. Ну, буду ехать медленно. Вот такие дела. Поехал я домой тестировать.